Всем привет! Вы на канале 13 порций. Да, чуть одной порции не лишились, пока махали руками. Привет, друзья! Мы приглашаем вас на наш ужин небольшой. Садитесь с нами за стол. У нас еще места много, так что там присаживайтесь. Будем общаться, будем кушать. Что у нас сегодня на обед? У нас сегодня такой интересный супчик куриный с яичком взбитым. У нас есть рыбка, форель. У нас есть наш фирменный перчик и соленье, которое я очень люблю. Ну, компот, понятно, печенье, хлеб. Все как всегда, все как обычно. Поэтому давайте с нами за стол, будем кушать, общаться. Приятного всем аппетита. Салфетку, пожалуйста. Так, ну что, перчик попробовать. Новая баночка. Мне тоже. Я не ем такой. Маквиты я тоже не. Кого не едите? А то, что Василиса. Перец? Ах, как Снежанка говорит, червячков погонять можно. О, хлебушка взять, что ли? А то, боюсь, перчик злой будет. Нет. Нет? Да? Ну так, нормально. Так, огурец. Ой, вкусно. Сейчас пока все не насытятся разговор не пойдет. Все заняты. Многие, в прошлый раз мы когда вспоминали а-ля 90-е детство, что мы кушали, многие ответили, поделились своими блюдами, да, и на самом деле мы вспомнили, благодаря вам, жареная картошка. Ну, это все дети практически умели в наше время готовить. Потом напомнили, ну, понятно, на хлеб, на масло, там это тоже совсем согласны, тоже все ели, ну, с солью в основном. На хлеб масло наливали, соль, ну, многие говорят сахар. Я сахар не пробовал, но, наверное, тоже вкусно. Также напомнили молоко. Вот что очень я вспомнил, это правда, это часто так делают. Кружка молока, туда хлеба накрошишь и ложкой сидишь, ешь. То есть вот это блюдо вспомнил. Ну, то есть, да, молодцы, что напоминаете. Ну, как и говорили, может быть, когда-нибудь сделаем, накроем стол из 90-х, да? Из кружки. Чтобы вы попробовали, что мы ели в детстве. Хлеб Ну, понятно, хлеб он и в Африке хлеб. Вчера, кстати, делали прямую трансляцию, стрим, выходили в стрим. Молодцы, так поддержали наш стрим. Спасибо вам большое. Активно так вопросы задавали. Интересный вопрос задали про телефоны детей. Ну, мама там отвечала про телефоны. Ну, наверное, будет честно спросить самих детей. Ну-ка, рассказывайте, давайте про свои телефоны. Давайте первый Валера. Первый Валера. Ну, давай, Валер, ты первый. У меня было за год 5 телефонов. Первый был iPhone, он был маленький, и там ничего не помещалось. А ведь и мало было, да? Да. Ты решил, что с ним сделать. Ой, я не отдал ему. Да. Второй был Huawei. Памяти нормально было, все нормально. И ему... Ну, Я ладно. его заблокировал. Заблокировал. Второй тоже был Huawei. Только дедушка. Да. Он заблюк. Ну ладно, а сейчас-то у тебя какой? Oppo A15s. Нравится тебе, нет? Да. Че, прям всем все нравится? Да? Че, новый не нужен больше?
Ну, не знаю. Если бы не разобьют. А у тебя еще, Никитос, есть телефон? А, у тебя-то есть. У меня, Не знаю, как назвать. короче, был раньше Redmi. 2 года продержался. А сейчас Какой-то там. как-то Ли. А, ну. Лифан какой-то, что-то нет. Что-то с автомобилем связано. Нет. На тебе вот недавно. В общем, на канале есть, как ему телефон подарили. Да. У папы какой? У меня нет телефона, у меня Nokia 3310. У папы Poco X3. Poco X3. Ну, у тебя есть телефон? Угу. У тебя какой? Honda 9S. Ты все знаешь, а? О. А у тебя? У него. С-21. А О, был Alcatel. А, да? Alcatel. Но он еще жив. Мне кажется, у меня больше всех телефонов было. У Валеры. Ну, да. Все. У Валеры, у тебя? Но у меня хотя бы Alcatel живой остался. Наверное. А у меня Alcatel живой не остался. Котель, ты новый же, да? Уронила ничего? Да. Новый. Мы поехали в лагерь, и там он погиб. Разбился. А тут у меня гнездо сломалось в Alcatel. Папа его взял, починил. Да, так что честнее у детей спрашивать. Я сам-то уже не знаю, у кого какой телефон. У меня Redmi Note 8T. А дети все знают. Я у всех знаю. Даже у какой маленького телефон. Вани спрашиваешь, Ваня, это чей телефон? Он раз там, это там Ромин, это там, все знают. Я вот не знаю, где чей. А они все знают про всех. Ну, в принципе, что. Мы, наверное, в детстве тоже такие были. Я когда был маленький, тоже дома знал, где что лежит. Сейчас вообще ничего не знаю, где что лежит. Вот у меня помощники. Ульяна да Василиса. Ульяна, где что лежит? А вот там. Или Василиса тоже все знает. Ну, слушайте, шикарный ужин у нас, я скажу. Ничего ты, Никитос, там первый съел. Хочешь еще же, добавка есть? Будешь? Нет. Правильно. Дальше проигрываешь. Как говорят, завтрак съешь за двоих, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Такая мудрость есть, что на ночь нельзя наедаться. Она может. У нас врагов нету, поэтому отдавать некому, да? Будем сами есть. всё. Кстати, рассказать анекдот. Гоу. И вам заодно расскажу. Только вы его никому не повторяйте, ладно, больше? Хорошо. Там слово неприличное одно есть. Ну как, некрасивое слово. В общем, звери едут на поезде. Ну, целый вагон зверей. И заяц такой заходит в вагон. И такой говорит: в натуре 3 вагона, в натуре 3 вагона, в натуре 3 вагона. Ну и вот ходит и надоедает всем по проходу. Ну, звери терпят. Говорит: заяц, ну слушай, ну хватит уже. А он все равно ходит: в натуре 3 вагона. Ну, лиса такая говорит: заяц, слушай, надоел. Я же сейчас встану, и тебя не будет. А он такой: в натуре 3 вагона. Короче, заяц, пошли выйдем. Раз вышли в тамбур. Через 5 минут лиса такая вся потрепанная заходит, молча чик села и сидит. Ну, а заяц опять заходит: на натуре 3 вагона. Ну и волк уже не выдержал такой: косой, ты мне надоел. За уши его вперед и в тамбур. Через 5 минут такой хопа, такой уши повисли, такой хвост поджал, заходит такой, тоже весь какой-то подранный. Сел рядом с лисицей такой, голову опустил и молчит. Ну, а заяц опять заходит, по вагону опять идет: в натуре 3 вагона, в натуре 3 вагона. Ну, медведь уже думает: ну все, ну косой, ну ты уже все. Ну все, уже сил нету, такой встает: косой, ну-ка пошли. А это, волк такой: Мишка, Мишка, не ходи, их там в натуре 3 вагона. Зайцев. Да, 3 вагона там. Да, Зайцев. В общем, тест на юмор вы не прошли.
Меня кошка грызет. Вот кошке смешно было. Вот эти патиссончики пробовали все? Да. Да. У Классная меня вещь. нет. Ну, ты хочешь много было. Вкусно. Ага, один раз попробовал. Они как огурцы. Как огурцы. Ну не как огурцы, не совсем. О. И настроение-то вам главное не испортишь завтра еще воскресенье. День без телефона. А, кстати, да. Вот и- Завтра день без телефона. Надо еще сделать день без телевизора, Нет. Не на... Не, это не надо. день без комнаты. Это как это? Ну, чтоб на улице гуляли. Да шучу я, не как это. Какая у вас сейчас самая игра популярная? Собаки. Собаки? Давай. Что за собаки? Мне кажется, Майнкрафт самая популярная. Майнкрафт? Я, кстати, Ваньке там скидывал Майнкрафт. Про паркинг у него самая популярная игра. На компании. Взломанный. Ага. Без Машинка? конец. Да? Да, Вот это есть бесконечные спасибо, деньги. машина такая. нет. Вот. Но нигде не монтируешь. Там надо ремонтировать. А? Это не та. Это нигде ремонтировать. Угу. Там по городу катаешься. Но я еще Майнкрафт последний тоже какой-то Да, он, со всеми да, он открытый. не очень. Ну? Последний. Да, реально, мне Никита скидывал Майнкрафт, потом я узнала, что есть самая последняя версия. Ну вот у меня последняя у Ваньки сейчас. Она не очень. 19-го по сети можно играть. 19 18. февраля. Не, 19 Версия. версии. 1 февраля. 20-21 нельзя. Будешь? Не, Не. я худею. Вот это перчик, интересно, сладкий или нет? Да. Вкусно. Попробуй. Болгарский. Супер. О, вкусно. Тишина. Вы хоть песню, что ли, спойте? Вы поели уже, давайте. Веселите нас. Ля-ля. Фу. Сегодня, кстати, погода, да, более-менее на улице. Теплая, дай мне, пожалуйста, салфеточку. Теплая, но теперь слякоть везде. Мы с Валерой шли по дороге слякоть. По асфальту или где? Ну, как из нашей калитки выходишь, А, идешь. ну здесь-то понятно, где асфальта нет, там да. Слякотно, а где асфальт, там нормально. Сейчас в огород-то тоже не зайдешь. Застрял. В огород, если пойти, там на ноги такие все тяжелее, тяжелее будут становиться. Как Никита сегодня на снегу катался, вот так грязный был. Это у нас в Чё, том не году, помнишь? в том году зимой-то во дворе так тоже плитки ж не было. Помните, как грязно было? М. Это вся грязь сюда, на крыльцо, с крыльца в дом. Так просто в тапочках не выбежишь, да, Валер? Фу. Вкусно. В школе все сходят с телефонами сейчас или нет? Наш класс весь, кроме одной девочки. Да, весь. У нас тоже есть. Какой? Таня. Ну, кроме одного, конечно. Все на уроках сидят в телефонах. Ну, Конечно. честно. У нас Конечно, два класса один. точно. Это у нас. У нас Пап, есть. это у нас стоят. Это вот так сидят. Подставка, учебник. И играют.
А у нас телефонов не было, мы когда учились, у нас тетрадка, ручка, сидишь, рисуешь что-нибудь. Вроде как и что-то делаешь. Крестики, нолики тогда были? Конечно, что? Собачка новая. Все было. Мы еще делали на учебниках или на тетрадках мультики-то вот, ну вот вы тоже знаете. Трррррр. Просто что-нибудь сделаешь, потом на перемене всем показываешь. Весь урок рисовал мультик, потом показываешь. А ты что, тоже нарисовал мультик? Как волк снял. Кого-то. На уроках ты рисовать и учишься. Но раньше, наверное, все равно построже было как-то. Порядок был какой-то вроде бы как в школе. Учителей уважали, взрослых боялись. То есть взрослый мог замечание сделать, и ты просто, А у нас взрослые. надо было принимать. Указкой. По рукам били? Ну, некоторые учителя были, что такие, ну, у нас не было таких, но в некоторых классах, вот в параллельных, были такие вот. Их вообще все боялись там, на уроках вот так. По стойке смирно, но не... Математичка. Что-нибудь пошевелишься там. Да, я не помню. У нас там одна учительница, она уже старая была. И еще там некоторых родителей даже многих учила. У нее Зозуль, по-моему. Зозуль фамилия, наверное, была. Вот ее так и звали, Зозулиха. Злая вообще, могла вот так вот сережки вырвать, блядь, с ушей девчонкам, если вот. Ну, тогда же вообще никто сережки не носил. Все равно как-то были некоторые смелые, но раз, если увидит, все там, может оторвать прям. На нее столько жалоб было. Да хотя раньше так и не жаловались никто. То есть, боялись учителей. Боялись и уважали, наверное, все-таки. Ну, хотя, если не уважали, например, какую-то учительницу, я помню, мы в классе стекла повыбивали. А у них тоже было один раз такое. Кто-то там. То есть все равно как-то подлянки делали учителям. Бомбочку выдумал. Ну, в основном, как бы, если учитель нормальный, то и нормально. Мне больше нравится учитель русского и литературы Кристина Юрьевна, она очень добрая. Если, например, говорить, что кто выходит к доске, я махаю, что я не хочу, она меня не вызывает. Но иногда она говорит, что надо выйти, потому что к нам 1 января придет другая училка, она будет нашим классом руководителем. Она вся старая будет. Я знаю. А может быть, хорошая будет. А я, когда она говорит мне по литературе выходи, я говорю нет. Она говорит не выходи, я говорю нет. И она говорит, ну ладно, значит Ульяна выйдет. Он вообще, мне приходится выходить, рассказывать. А если вообще было вот так? Не хочешь выходить, давай сюда телефон. Все, телек забрали, если не выходишь, то телек забрали. Такой все. Бывает, что на уроках засыпаете. Ага, у нас У меня один раз было. У нас одна девчонка, учебник не раскрыт, там что-то стоит она. Я включилась. У нас же я засыпал на уроках. Да, если так вот ночью играет телефон, родители если не досмотрят, представь, всю ночь проиграть, потом в школу. Конечно, спать будешь на уроках. Он такой засыпает, учитель такая, так, Татьяна Александровна, Женя, он такой, а? У нас некоторые учителя такие, ч-ч-ч, на последней парте спят, давайте не будем мешать. Ну так, еще приколится, все га-га-га. Ну, времена были другие, конечно. Да и я не помню, чтобы вот так вот я уроки делал, вот как вы вот там целый день сидите за этими уроками. Я вот не помню такого, мы как-то быстро раз, может быть, не задавались только. У вас проекте Да, было. у нас очень много задают. Но все равно и родители не так часто лезли так к нам. Анюте и Снежане достаточно много задают. Особенно по окружающему, она ему 4 страницы дает читать. Ну и видите, сейчас задают уроки так, что родители задействованы. Да. То есть постоянно родители с детьми. Мы уже вроде школу закончили, а приходится учиться. А нам задавали, родители никогда не помню. Да, когда они целый день работали они.
В 5 приходили, там уже все, уже Нету. ночь. Пока там особо не это. А мы приходим, так. Ну понятно, там, если что-то не понимаешь, уже сам пойдешь, там, чтобы объяснили. А так, чтоб с нами уроки делали, да такого не было. Ну и как бы ты вот, ну, вот наше поколение, оно все равно понимало, что сначала уроки, потом все остальное. Мы тоже То есть приходим. приходишь со школы, делаешь уроки, потом идешь гулять. А Чем мы- быстрее сделаешь уроки, тем быстрее пойдешь гулять. А мы идем. Чем дольше гуляешь. Ну, Идем такие. Покушаем, потом уроки Потом потом. отдохнем. Ладно, ничего не Отдохнем. задавали. Потом посмотрим опять на уроки. Посмотрим через телевизор. Потом узнаем, кто убирается в комнате. Потом опять посмотрим, что нам задавали. Потом И Опять. И потом уже начинаем домашку садиться. и садимся смотреть телевизор. А как только мама говорит, вы все уроки сдали, мы говорим, Конечно. Привет. конечно, вдруг понесет, да? А вдруг не проверят. Ну, то есть вам надо тоже стараться так, ну, планировать день без планов. День без плана. А то говорят же люди, Уроки. У меня нет плана. у меня, говорит, никогда планы не срываются. Почему? А я, говорит, ничего не планирую. То есть так неправильно жить. Все-таки планировать, пусть они лучше срываются, но зная, что сейчас чуть-чуть. У нас, кстати, заставляли в школе расписание делать себе. Режим дня. Я помню, постоянно раз там. И у меня было запланировано там. Ну, часто, конечно, не соблюдалось он, но все равно он, по крайней мере, был. И это как-то, ну, для самого себя помогало контролировать, или, может быть, самоконтроль какой-то, там, например, подъем, там, умывание, там, завтрак, там, школа со стольки до стольки, там, уроки со стольки до стольки, там, обед, потом там отдых, да, там, ну, все, там, чтение книг, там, просмотр телевизора. Когда все запланировано, ты раз, так, что мне сейчас надо уроки делать? Знаешь, что сейчас вот этого времени мне достаточно. Сделал уроки, что там дальше? Можно отдыхать. Все, пошел заниматься своими делами. А у нас свинку Пеппу налепили на дверь, когда были в 6 классе. мы вообще считаемся самым непослушным классом в школе. У нас От нас очень много отказались. Ну, ваш нас больше. класс, да, я был на собрании, я был что-то в шоке. И вот у них тоже. Так у вас вся школа, получается? У нее в класс самый бандитский, у вас в класс самый бандитский. А у нас самый... Мы У самые этих лучшие. вообще сбегают с уроков. Да, короче, там вся школа уже, да, такая. У нас все со Но это получается, контроль родители над детьми все-таки теряют. Все равно сейчас многие целыми днями на 2, на 3 работах работают, потому что кредиты у всех. Дети сами себе предназначены. Плюс влияние телевизора, интернета, ютуба, тиктока, с которым я борюсь с вами. А мне одноклассник говорит, как он приходит, я у него спрашиваю, как ты делаешь рутинку? Приходит домой, бутер ест, потом берет домашку с интернета, списывает, и все. Да, так это просто временное, как бы, как сказать, временно поможет, а потом-то, когда вырастешь, и когда ты понимаешь, что с тобой взрослые хотят поговорить, а говорить с тобой не о чем, потому что ты не развился как личность, и вот потом будут проблемы. Понятно, что там косинусы, синусы мне в жизни не пригодились, я с ними нигде не столкнулся. Их можно было не учить, я бы не, ну как бы, да, основное там умеешь читать, считать, там вот это основное, с чем сталкиваешься в жизни, математика. Там. Но все равно это же все помогает, ну как бы, расширить интеллектуальность человека. То есть ты начинаешь развиваться в разные стороны. Не по плоскости, а в разные. И когда человек вот развит, всевозможно, там и про это знает, и про это знает, и про это знает, там и про машины, и про компьютеры, там и про игры, там и про рыбалку он спокойно, и про лес, там и про животных, там и про космос, там про самолеты. С таким человеком интересно общаться. А если ты там только про игры, да, там, ну о чем с тобой разговаривать? То есть, ну, мне игры, например, не интересны, поэтому у тебя уже будет мало друзей, мало общения. С тобой будут общаться только такие же. А как он будет общаться, если он такой же? Они не могут общаться друг с другом, потому что они все. И вот отсюда и трудности-то все и будут. Поэтому вы книжки-то и читаете хоть как-то. Развиваетесь. Что-то мы о воспитании каком-то пошли. Друзья, ну мы покушали. Мы поели, даже смотрите, как
целую лекцию с детьми пообщались и о школах, о везде. Расскажите, как у вас в школе было? Есть ли разница вот сейчас сильно заметна сегодняшней современной школы и той школы, в которой учились вы и мы, например, да, наше поколение? Но я вижу большую разницу. И это, и не знаю, хорошо это или плохо. Жизнь покажет, рассудит, да, наверное, время. Ну а мы всем передаем вам привет от всех, кто нас смотрит. И сразу же прощаемся. Пока-пока. Вы были на канале 13 порций. Удачного вам вечера и спокойной ночи всем, кто сейчас ложится спать.